Ученый-океанолог Станислав Курилов. 13 декабря 1974 года был совершен самый дерзкий и знаменитый побег из СССР. Ученый-океанолог Станислав Курилов прыгнул за борт с пассажирского парохода в Тихом океане и, преодолев вплавь расстояние более 100 километров, добрался до Филиппинского острова. По профессии океанограф, по натуре романтик, по призванию гражданин Вселенной, Слава Курилов был в Советском Союзе объявлен невыездным, но смириться с этим не пожелал. Пароход «Советский Союз» совершал круиз по Тихому океану из Владивостока до экватора и назад. В связи с тем, что для советских туристов 20-суточный вояж проходил без единого захода в иностранные порты, оформление виз путешественникам не требовалось. Для невыездного Курилова участие в этом круизе было единственным способом вырваться за границы СССР и попытаться осуществить свой план бегства из этой страны. В то, что из Советского Союза можно сбежать, не верил никто, кроме Курилова. Круизный корабль, на который Станислав Курилов приобрел тур, отплыл из Владивостока 8 декабря 1974 года. Он менее всего был приспособлен для побега. Внизу борта закруглялись. Это были цистерны системы пассивного успокоения качки. Кроме того, в эту систему входили подводные металлические крылья шириной около 1,5 метров. Так что покинуть корабль, прыгнув с борта в сторону, было невозможно. Прыгать следовало только в одном месте, сзади, в бурун за лопастями грибного винта. Что Слава Курилов и сделал ночью 13 декабря, когда корабль проплывал приблизительно в 100 километрах к западу от филиппинского острова Сиаргао. 100 километров он проплыл чуть менее чем за 3 дня. Благодаря чему выжил? Благодаря своему здоровью? Или умению держаться на воде не хуже мифического ихтиандра? Или сила воли не позволила ему испугаться и сбиться с пути, заблудиться среди волн? Или помогло правильно выбранное снаряжение? Думается, что все вместе взятое. А еще Славе Курилову здорово везло. Древние греки сказали бы, что полюбил его великий Посейдон. И шторм прошел стороной, не накрыв одинокого пловца огромными волнами. И солнце 2 дня почти не показывалось из-за туч, так что обгорел Слава самую малость. Плывя, он только едва задел скопление медуз, прикосновение к которым вызывало паралич. И акулы, которых в этих краях масса, обминули Славу. 15 декабря 1974 года под ногами Славы Курилова оказалась твердая земля. Филиппины в дружеских отношениях с Советским Союзом не состояли и беглеца обратно не выдали. Чуть позже в СССР, где Курилов прожил 38 лет, по поводу его побега заседала комиссия, которая постановила лишить его свободы еще на 10 лет за измену родине. Но Славу Курилова это уже не волновало. Он начал жить и осуществлять все то, о чем мечтал долгие годы, изучал океан, совершал путешествия и экспедиции, в том числе на Северный полюс. Из книги «Слава Курилов. Один в океане». Всего один прыжок отделял меня от этой влекущей красоты и свободы. Но нечего было и думать, чтобы среди бела дня оставить судно на виду у сотен глаз. Мгновенно будет спущена шлюпка. Ночь — время беглецов. Ночью совершаются побеги из тюрем. Сердце человека рождено быть свободным, надо только иметь мужество слышать его голос. Станислав Курилов погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле, освобождая вместе с напарником от рыболовных сетей аппаратуру, установленную на дне. Курилов запутался в сетях и выработал весь воздух. Похоронен в Иерусалиме на малоизвестном кладбище немецкой общины темплеров. Советского океанографа Станислава Курилова приглашал на совместные исследования сам Жак Ив Кусто. Но мировую известность он получил не за свои научные работы, а за дерзкий побег из СССР. 13 декабря 1974 года ученый спрыгнул с борта круизного лайнера и почти 3 суток пробыл в открытом океане, пока не достиг побережья Филиппин. Как беглецу удалось выжить без еды и воды? За что филиппинские власти упекли его за решетку? И к какому наказанию Курилова заочно приговорили в СССР? Сенсационное сообщение о побеге услышали советские радиолюбители, настроенные на частоту популярной американской станции. Многие из них просто не поверили в случившееся. Месяцем ранее, в ноябре 1974-го, во всех газетах появились объявления: самый большой лайнер страны Советский Союз отправляется в 20-дневное турне по Тихому океану. Правда, без остановок в заграничных портах. Океанолог поднялся на корабль 8 декабря.
Деньги на билет собирали всей семьей, зная о давней мечте Станислава. Никто из родных не догадывался о том, что Курилов не собирался возвращаться в СССР. Станислав грезил морем с самого детства. Когда мальчик впервые увидел Финский залив, то прямо в одежде зашел в воду и дал клятву, что теперь они никогда не расстанутся. Но дорога к мечте оказалась тернистой. В мореходное училище молодого человека не взяли из-за близорукости, и Курилов поступил в океанографический институт. Позже эта наука разочаровала студента, ему не хватало работы в поле. Но судьба подарила Станиславу шанс. В институте он встретился с русским Кусто, так звали знаменитого Анатолия Майера. Океанограф набирал студентов для своих подводных исследований. 12 лет Анатолий Викторович был наставником и другом Курилова. Пока вырвавшаяся из-за железного занавеса молодежь веселилась на палубе, Курилов искал карту с маршрутом лайнера. Выяснилось, что прыгать в океан можно было только в одной точке — у острова Сиаргао, когда судно подойдет к суше на максимально близкое расстояние. Вечером 13 декабря на горизонте возникли сполохи молний. Ученый увидел в этом счастливый знак, ведь шторм мог отвлечь команду и других туристов. В назначенный день мужчина пропустил завтрак и обед. Перед длительным заплывом желудок должен был быть пустым. Спустя несколько часов он собрал в сумку маску, ласты и трубку. Курилов поднялся на верхнюю палубу, перелез через борт, оттолкнулся изо всех сил и прыгнул в воду. Опасаясь, что кто-то мог видеть его прыжок, Станислав задержал дыхание и долго находился под водой. А затем поплыл в предполагаемом направлении острова. Поначалу Курилов ориентировался по едва заметным огням лайнера, а когда те пропали из виду, несколько раз сбивался с курса. Сиаргао впереди не просматривался. Беглец понял, он совершенно один, и помощи не будет. Из-за облаков Станислав не мог ориентироваться по звездам и плыл в надежде достичь хоть какой-то цели. Позднее в интервью ученый рассказывал, что не спал, было слишком интересно, а чтобы отогнать мысли об акулах, представлял себя частью океана наравне с другими его обителями и с теми же правами. После 2 суток в воде силы оказались на пределе. Однажды вдалеке проплыла баржа, но пловца не заметили. В тот момент Станислав подумал о самоубийстве. И тут в голове у него появилась отчетливая фраза «плыви на шум прибоя». Она отчетливо появилась в его сознании именно в такой форме. И он понял, что уже довольно давно слышит странный рев. И пытался плыть в ту сторону, держась того направления, говорит жена Станислава Курилова, Елена Генделева-Курилова. Сознание периодически покидало беглеца, но здесь пригодились навыки его учителя Анатолия Майера. Даже в сонном состоянии Курилов старался принять такое положение, при котором не нахлебался бы воды. И когда вдалеке показались прибрежные рифы, беглец не поверил собственным глазам. На берег Станислав вышел, сияя от налипшего на него фосфорисцирующего планктона. Было около 2 часов ночи, углубиться в джунгли не получилось из-за густых зарослей. Внезапно у океана показался пожилой рыбак с внуками. Сначала местный житель испугался, но затем пригласил иноземцев в свой дом. Рыбаки поделились с Куриловым одеждой, едой и водой. Подкрепившись, он свалился без сил и проспал несколько часов. А утром обнаружил перед домом толпу в несколько сотен человек. Аборигены приветствовали необыкновенного человека аплодисментами, ведь он пришел со стороны рифа, которого все боялись. За толпой Станислав разглядел джип и вооруженных полицейских. Произошел арест. В филиппинской тюрьме ученого с пристрастием допрашивали 1,5 месяца. Власти подозревали в нем советского шпиона, не доверяя истории с 3-дневным заплывом. Однако через канадское посольство удалось разыскать сестру Курилова, которая вышла замуж за иностранца и эмигрировала из СССР. Она подтвердила личность Станислава. Канадские родственники прислали $2000 на билет, а филиппинцы с удовольствием избавились от правонарушителя. В Канаде Курилов принялся искать работу, связанную с морем. Первые деньги заработал чистильщиком днищ судов в порту за $3 в час. Пройдет еще много лет, прежде чем об истории невероятного побега узнает весь мир. Океанограф написал повесть, которую перевели на десятки языков, перебрался в Израиль, женился и снова ушел работать в море. До рокового дня 29 января 1998 года. Очень бурный день со страшным дождем. У Славы были подводные работы на озере Кенерит, сложная работа. И Слава в этих сетях запутался в первый раз. Он звонил мне на следующий день и сказал, что это было очень страшно. А этого слова не было в Славином лексиконе.
Я, может быть, впервые услышала, что Славе было страшно. И он не закончил работу. Продолжать ее нужно было на следующий день, рассказывает Елена Генделева-Курилова. По правилам техники безопасности, после экстремального погружения водолазу требовалось на восстановление несколько дней. Станислав мог отказаться, но не стал этого делать, понимая, что мало кто сможет работать в столь тяжелых условиях. Курилов выполнил задание, выработав весь воздух. Друзья пришли к нему на помощь, но было уже слишком поздно. Ученый скончался. Судьба Курилова могла сложиться иначе. В СССР его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за измену родине. После развала страны у Станислава появился шанс вернуться и увидеть родных, но он наотрез отказался. Возможно, все эти годы чувствовал вину перед близкими. Его друга и наставника понизили в должности, а родного брата, капитана дальнего плавания, уволили без права восстановления. От этого удара младший Курилов так и не оправился.